Окаменевшие останки разных древних животных люди находят регулярно на протяжении нескольких веков. Раньше гигантские кости считались останками драконов, грифонов и других мифических существ. Но за последние 2 столетия наука существенно продвинулась в понимании природы этих животных. Особенно много ученые узнали за последние 30-40 лет. Современные методы исследования и увеличившееся количество находок делают каждую из них более информативной. Но некоторые окаменелости стали своеобразными вехами в ходе изучения динозавров. Они помогли лучше понять их повадки, образ жизни и процесс развития рептилий в течение почти 200 миллионов лет. Сегодня мы расскажем о нескольких таких окаменелостях. Подписавшись на канал «Эпоха динозавров», вы сможете не только узнать много нового о различных доисторических существах, но и получать уведомления о выходе новых выпусков раньше других пользователей. Также для создателей канала важны все ваши комментарии. Они помогают сделать контент лучше и информативнее. А при помощи ваших лайков под нашими роликами о них узнает все больше любителей науки по всему миру. Практически все знания об эпохе динозавров ученые получили благодаря найденным окаменелостям. Процесс образования таких окаменелостей называется фоссилизацией, а сами они — фоссилиями. Они образуются в результате разрушения мягких тканей погибших животных и заполнения пустот в скелете минеральными соединениями. По оценкам ученых, подобные изменения происходят примерно с 1% всех животных останков. Из этой малой части только некоторые попадают в руки исследователей. Но крохи новых знаний, полученные из каждой такой находки, постепенно позволяют составить целостное представление о жизни планеты в те отдаленные от нас времена. Первые найденные и описанные динозавры. Самым первым описанием окаменелой кости динозавра можно считать рисунок натуралиста Роберта Планта. В 1676 году он издал книгу «Естественная история Оксфордшира» для английского короля Карла II. В то время под обозначением «ископаемые» понимались все находки, извлеченные из земли. Поэтому в разделе о камнях и минералах ученый поместил изображение нижней части бедренной кости огромных размеров. В описании находки говорилось, что эта кость слишком велика для лошади или быка, но мала для слона. Ученый предположил, что она принадлежит великану. Еще через 100 лет Ричард Брукс на основании описания и иллюстрации Планта дал этому фрагменту кости название, которое с латыни переводится как «мошонка человеческая». Несмотря на очень отдаленное сходство с указанным органом, на долгое время эта находка ассоциировалась с человекоподобными гигантами. Впоследствии было признано, что эта бедренная кость была частью скелета какого-то динозавра. До появления теории Дарвина ученые отталкивались от божественной версии происхождения жизни. Наличие останков, чей возраст намного превосходил предполагаемую дату сотворения жизни, даже не рассматривалось. Все они считались костями животных и людей, не переживших всемирный потоп. Зачастую эти находки признавались костями циклопов, единорогов, драконов и других мифических существ. В 1822 году врач из графства Сассекс Гидеон Мантел приобрел или самостоятельно обнаружил зуб больших размеров. Именитые ученые того времени, включая Жоржа Кювье, посчитали находку зубом носорога. Но через несколько лет Кювье признал ошибку и сказал, что этот зуб может принадлежать вымершему ящеру больших размеров. Проконсультировавшись со специалистами из Королевского хирургического колледжа, Мантел выяснил, что зубы похожего строения имеют современные игуаны. В 1825 году он представил свое исследование научной общественности. В нем ящер получил название игуанодон, то есть зуб игуаны. Позже этот вид динозавров был назван в честь ученого. В 1824 году другой английский исследователь Уильям Бакленд описал такой вид динозавров, как мегалозавр.
Историю этого открытия мы рассказали в одном из предыдущих выпусков. В 1854 году скульптуры этих и нескольких других динозавров изготовили из бетона в натуральную величину и выставили на всеобщее обозрение. Конечно, эти модели сильно отличаются от современного представления о данных видах динозавров. Кстати, сам термин «динозавр» появился только в 1842 году. Его ввел в обращение натуралист Ричард Оуэн. Тираннозавр Сью. В 1990 году начинающий палеонтолог Сью Хендриксон обнаружила скелет тираннозавра, который оказался самым полным и, возможно, самым крупным из всех когда-либо обнаруженных. Он сохранился примерно на 73% и был назван в честь его первооткрывательницы. После длительного судебного процесса между учеными и владельцем земли, на которой обнаружили кости, скелет Сью был продан на аукционе почти за $8 миллионов. Ученые смогли приступить к подробному изучению и описанию находки только в 1998 году. Сейчас тираннозавр Сью выставлен в Музее естественной истории в Чикаго. Его длина при жизни, по разным оценкам, составляла до 13,7 метра, а рост в бедрах около 4 метров. Весил этот гигант почти 8,5 тонн. Длина черепа Сью составляет более 1,5 метров. Таких размеров динозавр достиг в возрасте 19 лет, а умер он, предположительно, в 28 лет. Родительские инстинкты динозавров. Некоторые находки окаменелостей эпохи динозавров пролили свет на то, как эти животные заботились о своем потомстве. В 1923 году экспедиция под руководством Роя Эндрюса обнаружила в Средней Азии скелет неизвестного динозавра. Он располагался поблизости от кладки яиц. Ученые посчитали, что яйца принадлежат протоцератопсу, а этот небольшой теропод является охотником за яйцами других динозавров. Из-за этого он получил имя Овираптор. Но новые находки и исследования, сделанные в 90-х годах прошлого века, показали, что овирапторы были заботливыми родителями. Кладка, обнаруженная в 20-е годы, принадлежала именно этим динозаврам. Хотя протоцератопсы тоже проявляли нешуточную заботу о яйцах и детенышах. Их открыли участники той же экспедиции по пустыне Гоби. Группа исследователей надеялась отыскать там следы далеких предков человека, но в результате было открыто множество новых видов динозавров. О родительских инстинктах этих предков трехрогих динозавров ученые узнали в 2011 году. В Монголии было обнаружено гнездо с 15 хорошо сохранившимися скелетами недавно вылупившихся детенышей. Это позволило предположить, что, как минимум в первое время после вылупления, родители приглядывали за малышами. Но лучшими родителями среди динозавров можно назвать майязавров. Эти крупные гадрозавры были открыты в 1978 году. Они обитали на территории Северной Америки примерно 76-77 миллионов лет назад. Название этого вида переводится как «ящер-заботливая мать». Дело в том, что на небольшой территории была найдена целая колония. Чтобы выкопать и изучить все останки, ученым понадобилось почти 10 лет. Там были кости, принадлежавшие как взрослым особям, так и молодняку. Также было найдено множество гнезд и яиц. Возможно, эти динозавры коллективно заботились о своих детенышах. Сражающиеся динозавры. Еще одна интересная находка, связанная с описанными ранее протоцератопсами, рассказала ученым о взаимоотношениях хищных и травоядных динозавров. В 1971 году в Монголии международная группа ученых нашла скелеты протоцератопса и велоцираптора, сцепившиеся между собой. Когти хищника распороли шею жертвы и, скорее всего, повредили артерию. Но протоцератопс вцепился в правую заднюю лапу врага и сломал ее, повалив велоцираптора на землю и придавив своим телом. В таком положении оба динозавра умерли от полученных травм и были занесены песчаной бурей.
невезучие охотники. Очень показательной в плане опасности жизни в эпоху динозавров является находка, сделанная в Германии в 2009 году. Возраст этих окаменелостей составляет около 155 миллионов лет. В донных отложениях того времени обнаружены останки небольшого птерозавра, рыбы, напоминающей современную сельдь, и более крупные лучеперые рыбы – аспидоринха. Изучив эти окаменелости, ученые предположили, что птерозавр, охотящийся на мелкую рыбу, был атакован другим хищником. Аспидоринх, длина тела которого могла составлять до 1 метра, выпрыгнул из воды и схватил птерозавра, который нес в клюве свой улов. Незадачливый водный хищник не сумел проглотить летающего ящера. При этом кости и ткани крыла плотно застряли в его узкой пасти. Все животные погрузились в воду и умерли на глубине от недостатка кислорода. Превращение в птиц. Сейчас уже нет никаких сомнений, что многие динозавры были покрыты неким подобием перьев. У самых поздних из них оперение уже очень походило на покров современных птиц, которые по факту тоже являются динозаврами. Но первым динозавром, у которого были обнаружены перья, стал Синозавроптерикс. Его обнаружили в 1996 году в Китае. Это был небольшой по размеру представитель семейства Компсогнатид. Он весил не более 1 килограмма и вырастал до 1 метра. Судя по обнаруженным окаменелостям, он был покрыт примитивными нитевидными перьями. Современные методы анализа позволили определить, что это оперение было очень ярким. Хвост был окрашен в бело-оранжевую полоску, спина была оранжевой, живот светлым, а ноги темными. Теория о родстве динозавров и птиц зародилась еще в конце 19 века после открытия археоптерикса. Одной из самых первых птиц, имевших клюв, стал Конфуциус орнис. Эта примитивная птица обитала на территории Китая примерно 120 миллионов лет назад. Теплокровные рептилии. Разговоры о возможной теплокровности динозавров возникли в научной среде после открытия дейнониха. По всем признакам, этот покрытый перьями теропод средних размеров был активным и очень подвижным хищником. Для хладнокровных существ такое поведение совсем не характерно. Обнаружил останки этого североамериканского динозавра знаменитый палеонтолог Барнум Браун в конце 30-х годов 20 века. Окаменевшими свидетельствами эпохи динозавров являются как сохранившиеся кости и черепа гигантских ящеров, так и их отпечатки в слоях различных пород. Дополняются они отпечатками следов, находками в застывшем янтаре и различными косвенными признаками. В этот выпуск мы включили только несколько исследованных в разное время находок, имевших разную ценность для науки, но каждая из них по-своему интересна и необычна. Появление каждой такой окаменелости может в очередной раз полностью перевернуть представление о давно исчезнувших видах животных. Мы благодарим зрителей, которые досмотрели ролик до конца. Тем, кто заинтересовался историей изучения динозавров, мы рекомендуем обратить внимание на предыдущие выпуски. Кроме животных эпохи динозавров, они посвящены истории появления и развития жизни на планете, а также проблемам человеческого общества и экологии.